До 26 июля принимаются заявки на конкурс «Открой свою Россию». Федеральный проект направлен на развитие внутреннего туризма через создание актуальных и конкурентоспособных туристических маршрутов в регионах. О состоянии туристической отрасли в области и о том, как поможет участие в этом проекте сформировать привлекательность Астрахани как туристического региона, говорим сегодня в программе «Точка зрения» с руководителем Астраханского туристско-информационного центра при Министерстве культуры и туризма области Яной Абдуразаковой и региональным представителем Агентства стратегических инициатив Александром Соловьевым. Добрый вечер, Яна. Здравствуйте, Александр. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете задать вопрос нашим экспертам по телефону 24 24 80. Ну вот, объявлено, что до определенного момента идут еще прием заявок со всех регионов, так понимаю, на участие в этом конкурсе. Мы участвуем в этом конкурсе? Однозначно. Конечно. Участвуем. С чем выходим туда? Хороший вопрос, потому что у нас есть несколько крупных интересных проектов. Во-первых, можно разделить сразу проект на две части. Те, которые являются идеями, невоплощенными идеями, и те, которые есть уже действующие маршруты. Конкурс подразумевает заявки и в этом направлении, и в этом направлении. У нас действительно, я думаю, Яна подробно расскажет об этом. У нас есть очень интересный туристический маршрут на территории Астраханской области, но, конечно же, организаторы ориентируют и на тех предпринимателей в сфере туризма, которые, может быть, имеют какую-то свою программу, но не имеют широкого распространения. Поэтому задача конкурса – это все сформировать, сформулировать и подать такую заявку, потом получить поддержку этого проекта. Наша задача не просто участвовать, наша задача войти в отобранные 60 маршрутов, которые станут национальными туристическими маршрутами внутреннего туризма. Эту цель мы ставим, и я думаю, мы ее достигнем. Хорошо. В таком случае вопрос сразу. Ну, и достигнем мы эту цель. Мы вошли в этот топ 60 маршрутных этих проектов, брендовых, так сказать, да? Чем нам поможет центр? Деньгами или чем-то еще? Вот как раз деньгами, к сожалению, не поможет. Не поможет. Да, очень многие рассчитывают на финансовую помощь, но вы знаете, помимо финансовой помощи очень важно информационное распространение именно сведений. Дело в том, что эти так называемые золотые маршруты будут поддерживать Ростуризм на всех абсолютно имеющихся информационных площадках. Это и информационные программы на телевидении, это и журналы, это и информация в российских регионах, аэропортах, в правительствах субъектов. То есть, если сейчас, вы знаете, развивается внутренний туризм, и, конечно же, призыв к тому, чтобы, к примеру, люди с севера ехали на юг, или наоборот, люди с юга ехали на север, смотрели или на восток, допустим, куда-нибудь на дальние. Но у нас очень много интересных туристических маршрутов, но вся беда в том, что люди о них не знают. Так вот, задача этого конкурса, в том числе рассказать, он так и называется «Открой свою Россию», чтобы люди знали, куда можно поехать, но не просто поехать и побыть там, да, поставить галочку «Я был в Астрахани» или на Камчатке, а именно посетить те интересные места. На стене Кремля написать «Здесь был Вася», да? Нет, Да. не надо. Ну, нет, на стене Кремля ничего писать не надо, но, по крайней мере, увидеть Астрахань глазами туриста и не просто порыбачить там где-нибудь там в Камызякском районе, да, на озере или там на речке, а именно посетить те места, которые определяются в рамках этого маршрута. Так что вот такая задача. Ян, ну смотрите, Александр говорит, что у нас очень насыщенный и возможный туристический маршрут, очень их много, да? Да. Чем может астраханцев, вернее, чем может представитель других регионов, иностранцев, порадовать Астрахань, ну, кроме нашей знаменитой рыбалки, конечно? На самом деле, надо сказать, что этот тренд уже тоже претерпевает изменения. Выхолащивается, да? И постепенно, да, осознают то, что не рыбалка единый, жив астраханский туризм, и что в Астрахани есть что посмотреть. Это и просто прогуляться по городу, да, по теплой погоде, ну, иногда Очень по знойной. Ну, вы знаете, для кого-то это радость. Это вот в этом году всех лето балуют жаркими деньками. А обычно все вот тоже там те же москвичи, да, как основной регион, генератор туристов, приезжают и говорят, как у вас тут хорошо, хоть отогреемся. Поэтому здесь есть тоже свои плюсы. Кроме того, конечно, мы разговаривали с туроператорами. Да, безусловно, новые идеи, все классно, круто, но туроператоры приходят к тому, что все-таки нужно продвигать уже то, что имеется, то, что работает, и то, что где-то зарекомендовало себя. Много туристов, как говорится, не бывает. Есть отработанные программы. Например, мы вот обсуждали возможность подачи заявки о таком общем туре, который там 5-6-дневный, и за эти 5-6 дней этот тур получается очень насыщенным, но действительно можно посмотреть уже что-то есть под эту заявку? Или это только как идея, вот как говорит Пока что Александр? есть тур. Есть а тур, дальше, да, то есть мы сейчас к этому туру будем наращивать команду, да, потому что это командная должна быть заявка, мы будем
смотреть, что и как, то есть, ну, уже формировать именно саму заявку по ее техническим требованиям. И второй тур, который мы рассматривали с туроператорами, это гастрономический тур. Они появились в Астрахани там, буквально там, 3-4-5 лет назад, именно как турпрограммы, то есть были отдельные элементы, они, конечно, есть в каждом туре, то есть каждого туриста в Астрахани стараются накормить ухой, если сезон накормить там арбузами, да, а здесь вопрос в том, что это именно тур, направленный на познание нашего региона через гастрономию. Ну вот этот гастрономический тур, туристический тур, он как бы он действует, он существует реально, да? Конечно. Ну вот скажите, вот как проложить маршрут туриста, который приехал из другого региона, вот по гастрономическому туру? Да что же мы будем все секреты открывать? Обращаются к туроператорам, туроператоры их встречают и показывают, где самые вкусные места. Я, может быть, чуть-чуть завес тайны приоткрою, но, допустим, сейчас очень популярно посещение, в том числе сельскохозяйственных различных предприятий, да, наших осетровых ферм, допустим, или там бахчевые культуры, арбузы. Появились у нас рыбные рестораны, тоже название не буду говорить, но они есть, да, очень такие яркие, хорошие, с интересными. Где можно поесть как раз вот именно блюда, да. астраханскую кухню, да. Поэтому, когда туроператор предлагает, он, конечно, включает эти маршруты. В зависимости, правильно, я сказал, от времени. Арбузы скоро поспеют, я думаю, многие... Да уже поспевают. Уже поспевают, да. арбузы Вчера идут такой очень, вкусный арбуз ели, так что мы уже. знаем, что хорошие арбузы в августе, так что добро пожаловать именно на поля, где растут арбузы. И, кстати, я хочу еще сказать, что ОСИ ввело такое понятие, как продюсер впечатлений. Это очень интересная штука. Кто это такой? Это любой человек, который предлагает что-то интересное на территории субъекта. Владелец ресторана – это уже продюсер впечатлений. Владелец фермы осетровой – тоже продюсер впечатлений. Задача туроператора – собрать этих так называемых продюсеров впечатлений воедино и создать вот этот тур. Я думаю, опять-таки, как я сказал, нам есть что показывать. Понятно. Ну вот, я так понимаю, что в любом случае наш вот этот гастрономический туризм, он развился именно на нашем вот рыболовном, так сказать, здесь и фестиваль Вобла, и День рыбака, где начинали вот готовить какие-то вот, пытались мы на улице вот как-то приготовить, привлечь всех к готовке совместно вот астраханских блюд и так далее. То есть здесь, во всяком случае, что-то есть. Что касается гастрономического тура, здесь не только традиционная, скажем так, ловецкая кухня, астраханская, здесь и, конечно, плодово-овощные культуры, да, которые тоже сейчас увлекаются, скажем так, в туристский оборот. И чисто астраханский способ поедания арбуз с хлебом, например. Да. И также есть еще направление такое этническое, этнографическое, да, то есть многонациональность то есть астраханская. еще национальные кухни, да? Конечно, да. То есть это посещение там, музея Курмангазы, где можно посмотреть и обрядовые истории какие-то, опять-таки связанные с гастрономией, там, как поедают голову барана, кому какую часть, там, и все это поясняют. То есть это не просто вкусовые, но еще какие-то культурные, этнографические И моменты. даже здесь, опять-таки, готовы предложить мастер-классы, то есть попробовать самим, например, там, замесить тесто, приготовить бурсаки, почему бы и нет. Опять же, вот я понимаю, что тайну не поднимем, но не будете разглашать. Но в какой период, вот, чтобы посетить такой тур, приезжать астраханцев, в какой период, не астраханцу, а другим туристам? Ну, конечно, есть летом, те же там арбузы, да, там и помидоры астраханские, которые, конечно, нужно... Это июль-август, да, да? это летний период. Но, по сути, отдельные элементы, то есть, скажем так, в усеченном варианте можно круглогодично. Это как раз-таки та история, которая работает круглый год. Ну, с осетровыми фермами, в принципе, тоже под запрос. Не все, конечно, но некоторые работают и в зимний даже период. Хорошо. Вот Саша уже в самом начале сказал о том, что на конкурс принимаются заявки как идей, так и уже подготовленных под реализацию фактических проектов. То есть уже почти, можно сказать, действующие туристические туры. Да? Ну, вот про действующий туристический тур мы сейчас начали говорить и еще поговорим. Да? А вот какие-то идеи, которые еще, может быть, не реализованы, как говорится, воплоти, но эта идея, вот, она витает, она есть. У нас такие идеи есть? Ну, наверное, я отвечу на этот вопрос. На самом деле... Как я развернулась, Да, понятно. на самом деле у нас есть пешеходные экскурсии по городу. Это тоже интересные вещи. Они проводятся, кстати, не всегда туроператорами. Есть даже частные команды, вот я на них знаю, да. А когда есть такая хулиганская экскурсия, насколько я знаю, она Хулиганская — называется, это да. с бичом стекол и... Нет, это просто так вот автор назвал, да. Это экскурсия по дворам Астрахани, по старинным дворам Астрахани с рассказом вообще о том, что в них происходило. Замечательно. Да, потом плюс ко всему, вы знаете, у нас очень часто сейчас приезжают люди даже под постановки нашего театра оперы, балета. Это очень тоже, кстати, один из видов туризма. Вот я про событийный Да, туризм еще мы затронем. поговорим, да, об этом. То есть ситуация следующая, что есть некий человек, у которого есть идея, он ее
уже вроде как осуществляет, но тем не менее он не является частью деятельности туроператора. Очень важно в этом конкурсе, что может быть команда, вот как раз из этих продюсеров впечатлений, из этих авторов туров, но очень важно, чтобы был туроператор, который их всех объединяет и который потом будет давать готовый продукт. А в этот продукт уже может входить, в принципе, все что угодно. И путешествия по дворам. Вы знаете, я очень часто даже своих гостей из Москвы я вожу на Астраханскую колокольню. Колокольня Астраханского Кремля. Поднимаемся, смотрим. Причистинская колокольня? Да, да. Но она, конечно, находится в состоянии, не требующего ремонта, но тем не менее мы поднимаемся. 2-3 человека всегда могут подняться на смотровую площадку с разрешения, конечно же, собственника. И мы делали такие туры, тоже вот именно частные. Но это идея, но она должна вливаться в какую-то вот общую концепцию. Поэтому наша задача в том числе еще собрать вот этих всех наших креативных людей с такими вот идеями и объединить их в том числе в новый продукт. Ну вот смотрите, если получается так, что вот вы говорите, что под такую идею нужно обязательно туроператор. А в условиях сегодняшней, так скажем, безработицы и так далее, когда вот такое тяжелое положение в стране, если кто-то из молодых людей вдруг решит стать туроператором, самозаняться, так скажем, да, куда им нужно обращаться, с чем ему выходить, что представлять? Ну, туроператор не может быть самозанятым. Да, самозанятым не это может только какое-то должно быть юридическое лицо. То есть даже он в любом индивидуальный случае предприниматель не да, может быть туроператором. Он должен в любом случае зарегистрировать свою фирму. Конечно, потому что там есть определенная ответственность, обязательное финансовое обеспечение, обязательно вхождение в реестр туроператоров, который размещен на сайте Ростуризма, Федерального агентства по туризму. То есть там определенная процедура. И плюс еще надо отметить, что для того, чтобы стать туроператором, нужно как-то зарекомендовать себя, иметь рекомендации от партнеров, что это надежный человек, потому что, присваивая номер в реестре, Ростуризм как бы подписывается под тем, что это надежная компания и отвечает за своих туристов. Тут нужно тоже все учитывать. То есть чужие здесь не ходят. Здесь однозначно случайные лица, вот просто мальчик с улицы, он туда не зайдет. Не должны. Даже если у него будет там супер какая-то идея, он в любом случае должен создавать свою фирму. Конечно. Должен заручиться определенной поддержкой. Это ответственность. То есть это определенная ответственность перед теми людьми, которые приезжают в наш регион, Конечно. и которых он будет проводить, так скажем, вот по этим местам или там, где он задумал. Хорошо. Ну вот я думаю, что вот сейчас вот приближается наша небольшая пауза, да? Вот после этой паузы давайте еще поговорим как раз о том туризме, который у нас как бы принято считаться, что он у нас развивается. Это событийный туризм, о котором мы сказали. Я очень хочу затронуть еще такое понятие, как исторический туризм. Большим удовольствием. Да, Даже есть что рассказать. да, вот с историческим туризмом. Ну и поговорим, конечно, о той экономике, об экономике, как вообще это все это реагирует. Мы сейчас уходим на короткую паузу. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Это программа «Точка зрения». Тема передачи – реализация проекта, направленного на развитие внутреннего туризма «Открой свою Россию». Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос нашим экспертам вы можете по телефону 24 24 80. Ну вот, как и было заявлено до паузы, да, давайте с вами поговорим еще об одном направлении астраханского туризма, которое сегодня пытаются усиленно развивать. И, в принципе, я так думаю, получается. Вот событийный туризм. На чем он основан? Что это вообще за зверь такой, событийный туризм? Да? Ну и как он развивается в Астраханской области? Вы знаете, наверное, начну. Вот я уже говорил о том, что Астраханский театр оперы и балета привлекает свое внимание, и когда проводятся постановки, особенно до пандемии, мы помним большие постановки в Кремле, вот туда прилетали даже с самых разных уголков России для того, чтобы посмотреть, как это выглядит. Да, я когда узнал, я был очень сильно удивлен. И, кстати, могу сказать, что стоимость билета, она очень весьма демократична была. Это могли позволить себе абсолютно любые туристы, да, и гости нашего города, и астраханцы. Это первое. Но не стоит забывать, что, допустим, у нас так же, как и в Казани, проводится Сабантуй. Туда тоже приезжают, кстати, очень интересные события, как таковое, да, то есть проводится оно в Приволжском районе, в основном Астраханской области. Туда тоже приезжают туристы из самых разных уголков нашей страны. Это вот только два таких события, которые я привел. У нас есть Вобла, да, очень, кстати, я правильно напомню, очень классный фестиваль. Рыбацкий фестиваль. Да, это Вобла только то, что сейчас вот навскидку пришло. На самом деле, если мы погрузимся в историю, да, у нас были фестивали в Сарай-Бату, как раз-таки, где поставлены декорации. Да. Там были и реконструкторские фестивали, и рок-фестивали. Да, и рок-фестивали. Потом это вот объединили в общий в «Мечты Бархана». «Мечты Бархана». Очень классная тоже тематика. Потом вы помните, что у нас приезжают наши КАМАЗы. Саша, одну секунду. У нас звонок в студию. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Кирилл Геннадий
Александрович. Очень приятно. Слушаем ваш вопрос. Вопрос. Какая, вот сейчас у нас даже, вот когда дает Москва температуру, то не покажет Астрахань, то не покажет. А в Астрахани ниже 38, 40 и с лишним. Почему у нас нет поливочных машин, хотя бы хоть где-то освежили чуть воздух? Есть техника у нас в городе, нет? Понятно. Вопрос понятен, но не вопрос совсем не по адресу. совсем по теме. Да. Я понимаю, у человека накипело как раз вот к вопросу о туризме в городе. Да, как о проводили. теплой день. Кстати, знаете, поливочные машины есть, если обращали внимание, вот на позапрошлой неделе они ездили, они, кстати, по центру города, где у нас сосредоточение туристов. Поэтому... И поливали людей, да? Ну, не только людей, Они были улицы, не да. против. Поэтому, вы знаете, как бы, я думаю, что они все-таки есть. Может, не все их замечают, они рано утром выезжают. Ясно. Хорошо, Саша, вот продолжим тогда. Так вот, я хочу сказать, что к нам приезжает ралли КАМАЗ сюда, то есть и мы видим, это Да, тоже стало очень да, традицией, да. хорошей В традицией. том числе иностранные В том туристы числе едут. иностранные туристы. То есть на самом Ехали. деле, да, событий, которые происходят в Астраханской области, очень много. И можно смотреть даже по вашим новостям на вашем сайте, открыть за год, можно увидеть очень много интересных, разных, уже традиционных событий. Поэтому есть что предложить туристам, есть что посмотреть. Да, я вот в свое время как-то очень сильно удивился, когда мне товарищ, он уже в другом городе, говорит: слушай, он говорит, я вот приезжаю посмотреть спектакль вашего вот, оперы и балета, вот, Государственного театра, да, я был так удивлен, говорю, а мы, астраханцы, как-то вот особо не ценим, не заходим туда, да? А оказывается, вот как бы те люди, которые ценят театр, знают театр, говорят: ребята, у вас просто превосходно, вы просто не понимаете о том, какая труппа и какие постановки у вас происходят, и какое это культурное событие. если- И они приезжают сюда. Если мы туда добавим еще драматический театр, для детей театр кукол, то есть Театр у нас вообще кукол, театр юного зрителя, у нас вообще уникальные постановки театральные. Астрахань театральная, очень богатая, и можно всегда выбрать, куда пойти. Поэтому все для туристов. Не ценим этого, ладно. Да. Ну вот, переходя, вот как раз затронули вопрос Сарай-Бату, вот эти телевизионные декорации, которые остались после фильма, съемки фильма «Орда», да. Вопрос у меня, как вот у историка, у археолога в свое время. Здесь сидел Дамир Соловьев в свое время, вот, руководитель, скажем, археологических отделов в Краеведческом музее. Астрахань историческая. Ну, логично, наверное, предположить, что Астрахань должна стать центром, ну не центром, а во всяком случае одним из направлений туризма, серьезным направлением туризма должна быть именно история Астрахани. Здесь, ну, это очень богатая историческая составляющая. Что у нас Знаете, есть? вопрос скорее в том, что если мы говорим про туризм, вот в общем и целом, то, как правило, туризм – это все-таки отдых и развлечение. Ну, Да, условно, конечно, да, говоря. обязательно. Понятно, что есть определенное направление, поэтому, когда мы говорим о туризме в историческом контексте, мы больше все-таки говорим о культурно-историческом туризме, культурно-познавательном туризме. То есть история, ставить ее в центр, скажем так, турпродукта, это не всегда рентабельно, спроса такого массово не будет. Но элементы, они есть в каждом абсолютно туре. То есть ни один турист не уезжает из Астрахани, я говорю про организованных туристов, не про самостоятельно. Я говорю про организованных туристов, без хотя бы обзорной экскурсии по городу. И она именно как раз-таки раскрывает исторические аспекты, рассказывает о том, какая богатая история в нашем регионе, у нашего города. Поэтому здесь это вопрос скорее такого узкого туриста, заинтересованного. И здесь туроператоры под запрос всегда готовы предложить Вот, программы. могу поспорить, если что скажите египтянам о том, что у них нерентабельный исторический туризм вот, к пирамидам и так далее. Опять-таки, они приезжают будут куда? сомневаться. Приезжают в Долина отель. царей. Нет, приезжают в отель на море. И один день из своей 10-дневной поездки выделяют на то, чтобы съездить к пирамидам. Но согласитесь, что море и пирамиды – это больше, чем просто море? Конечно, у нас река и Кремль, пожалуйста. Но вы знаете, Прекрасная да, здесь надо комбо. добавить еще то, что здесь нужно повышать инвестиционную привлекательность, инвестиции в астраханский туризм. Вот я к этому хотел Да, подвести, дело в том, что очень важно, что не просто, что у нас стоят декорации, которые оставили которые нам... обветшали, становятся очень конечно, опасны для они посещения. требуют, естественно, поддержки. И астраханский предприниматель, который занимается этим, он уже действительно очень много туда вложил, я могу сказать. Но дело в том, что надо продолжать, надо это все поддерживать. И Конечно. каждый исторический объект, он требует все равно инфраструктуры вокруг. И вот как раз-таки, когда мы позиционируем именно астраханский туризм, рассказываем об этих местах, мы еще и привлекаем тем самым внимание потенциальных инвесторов на то, чтобы зайти
и что-то создать, и что-то сделать. Потому что если даже предположить, что рядом с Сарай-Бату будет хорошая гостиница там, с домиками, Глэмпинг. да, глэмпинг, допустим, точно, да, там будут развлечения, катание на верблюдах, это вот порядке фантазии, да, но это все реально и осуществимо, надо этим просто заниматься. Может быть, кто-то из астраханских предпринимателей не досматривает эти места и недооценивает. Ну, была же заявка на грант Ростуризма именно для организации глэмпинга в районе Сарай-Бату. Ну, к сожалению, заявку Ростуризм не поддержал. Почему? Ну, они не объясняют причин. Вот, поэтому, ну, возможно, при объявлении нового конкурса, может быть... Мне глэмпинг — это все замечательно, но это все строится именно на чем-то, на каких-то объектах, которые могут быть использованы в качестве туристических объектов. Не обязательно, Не это обязательно. может быть любая территория привлекательная. А у нас, вы знаете, я думаю, что любой уголок Астраханской области можно сделать привлекательным, абсолютно любой. Я согласен. И здесь о долине кактусов мало кто, ну, не слышали, но мало кто знает. О долине каменных роз об этом мало кто знает. О долине вот этих вот ископаемых динозавров там и прочее, вот эти кости окаменевшие Ну, а лежат. то, что у нас есть проект «Низкое небо», где можно наблюдать за звездами, где астрономы могут ставить телескопы и наблюдать. Об этом тоже мало Об кто этом знает. тоже мало кто Сейчас знает. я узнал на передаче. Заповедник темного неба. Да, да, есть эта тематика. Хорошо. Мы все знаем, что пандемия внесла свой определенный негативный вклад вот в падение вот туристической отрасли и развитие туристической отрасли. Несмотря на те усилия, не получится так, что вот мы привлекаем какие-то усилия, вкладываемся, да? Не получится так, что этот пик пандемии все-таки сведет все на нет снова. Вот что касается даже, допустим, конкурса «Открой свою Россию», это такой большой задел на будущее. Понятно, что эти программы в этом сезоне работать уже не будут. То есть это задел на будущее. И мы все живем в надежде, да, и все ожидаем того, что рано или поздно ситуация стабилизируется, мы выйдем из, скажем так, из пандемийного мира в постпандемийный мир. Наконец-то вздохнем и полной грудью, и да, мы и без должны масок. быть готовы к этому. Понятно, что здесь вопрос того, что часть туристов, которые сейчас путешествуют по России, потому что больше никуда поехать не могут, ну, вернее, как могут, но это там либо дороже, либо там с точки зрения всех процедурных вопросов энергозатратные, люди не хотят этим заниматься. Путешествие по России. Понятно, что часть туристов все-таки опять поедет за границу, но откроются границы и приедут иностранные туристы, которым тоже надо что-то показать. Да, Поэтому, да, к этому нужно быть готовыми. И вот как раз-таки такие программы, они позволяют подготовиться туроператорам к приему То есть туристов. участие в этом в конкурсе и даже победа в нем – это как бы задел на будущее. Конечно. То есть это возможность пригласить туристов не только из субъектов Российской Федерации, но и из-за рубежа. Кстати, партнерами конкурса являются РЖД и Аэрофлот, то есть и тоже новые маршруты. Обратите внимание, как к Астрахани в последнее время пристальное внимание со стороны авиаперевозчиков или ЖД. Вот, допустим, у нас теперь регулярный рейс в Санкт-Петербург есть, который будет летать каждый день авиакомпании России. Причем уже вторая авиакомпания. Уже вторая авиакомпания заходит. У нас есть рейсы в минеральные воды. Обратите внимание, как это же инициатива тех городов. Инициатива Санкт-Петербурга, Кавминвод, чтобы Ну, а эта присоединить инициатива Астрахань. рождается на чем? На анализе того спроса, Она, конечно, который, на да. анализе спроса. Поэтому важно не просто из Астрахани отправить туда туристов, но еще и обратно получить из того же Питера, из там, минеральных вод. Почему нет? Поэтому для этого, конечно же, создается туристический продукт, который будет рекламироваться на всех площадках. Ну и кроме авиации, скажем так, кроме такого сообщения, что-то еще есть, что сигнализирует нам о том, что мы имеем возможность вот развития туризма. У нас здесь вот кто-то интересуется нами. Вы знаете, это, наверное, количество людей, которые просто приезжают в Астраханскую область. Увеличивается Министерство есть такие издания, да. Как руководитель туристского информационного центра я могу сказать, что такое количество обращений, как мы получили в этом году, в те же самые майские праздники, такого количества туристов у себя в офисе я за 3 года работы не видела. Потому что на самом деле люди спрашивают, интересуются, куда поехать, интересуются объектами, интересуются туроператорами, у которых можно заказать экскурсии. Вы Так знаете, что- вот, даже родная мать не успокоила меня больше, чем и я. Честное слово. То есть ваши слова внушают такой хороший оптимизм. Я очень благодарен вам за то, что вы нашли время и посетили нашу студию. У нас состоялся очень интересный разговор, но, к сожалению, время нашего эфира подошло. Мы прощаемся с вами, уважаемые телезрители. Всего доброго.